Всем доброе утро. Сейчас мы едем в одно невероятное место. Это небольшая деревушка на берегу Индийского океана. Она называется Тиви. И там есть натуральный африканский бассейн. Если смотреть на него сверху, это Африка. Очертания Африки. Момбаса – это всегда очень большие пробки и трафик, независимо от времени суток. Дорога здесь ушатанная, конечно, такие ямы страшные. Едем к пляжу. Все, дальше наша дорога закончилась, и мы премся вот под палящим солнцем веселой компанией. С нами местечковый гид, который покажет нам тропу, потому что это место не туристическое и самому найти тяжело. Один-единственный указатель там был в начале дороги, и на этом все. И вот пошла дорожка вот такая. Главное тут ноги не переломать. Сейчас. Выходим на пляж Тиви. Пляж классный, ночью выходят большие черепахи океанские, и здесь зарываются в песок и откладывают яйца. Здесь есть также кемпинг. Люди приезжают, ставят палатки здесь, гамаки развешивают, собачки с ними. Идем, потому что у нас мало времени. Сейчас отлив, и этот бассейн появляется только во время отлива. Когда вода возвращается назад, его нет, он исчезает. Океан уходит. Дальше наш путь лежит по воде. Океан отошел, здесь легко пройти. Мы проходим такие места, где очень-очень много крабов. Видите, они двигаются? Смотрите. Под цвет скалы. Здесь куча морских ежей. Нужно осторожно. Я вот тут босиком иду. Пройти этим путем можно только во время отлива и только с утра. Ежик, он шевелится. Я когда-то на Занзибаре на огромного налетела на рифе, когда ныряла, и ногу проткнула. И мне в госпитале огромные иглы эти доставали. А это маленький ежик, такой ребеночек. Сейчас отлив, поэтому мы идем здесь. На обратном пути вода уже поднимется. Как бы можно, пройти здесь, но, наверное... Проплыть мы не сможем, да. Ну, поэтому пойдем как-то через реку. Поверху пойдем обратно. Это дом крабов. Здесь их очень-очень много. Бегут. Если присмотреться, можно увидеть, как все шевелится медленно на этих стенах. And this one is male. Yes, yes. Короче, различаются они, видите? Это мужчина, а это женщина. Угадайте, где. Мы уже приличное расстояние так прошли под скалами. Идем, и пока конца пути не видно. Так удивительно для меня. Наш водитель, который нас сюда привез, мы с ним уже много дней ездим везде, он говорит, я здесь вообще никогда не был, куда вы меня притащили. Он местный, он здесь родился в Момбасе. Он здесь вырос и никогда не был возле этого африканского бассейна. И сейчас, походу, мы для него проводники, и мы ему показываем это место. Он там стоит сзади, где-то фотки делает. Смотрите, это все ежи морские на дне. Такими кучками, стайками. Не дай бог, как говорится, на них наступить. Жопа будет ногам. Здесь прыгающие рыбки есть. See them? Ага. Yes, I see. It's the sea urchin, Ага. but it's dying. А, It's almost kaput. It's dirty. It's dying. It's alive, умерли but они. still it's dying. So after remaining the shell. Угу. When you see this shell, it's coming from sea urchin. Zitokea ngozi ndio Wow. inabaki. Inabaki. Поняли все? Да, я уже нырнула. Это и есть бассейн, натуральный бассейн Африки. Здесь никого нет, здесь мы одни абсолютно.
тут ешь, я что-то Ты не стоишь, ты не стоишь здесь, да? Мы сейчас обойдем по кругу, потому что там лучше заход. Я просто здесь когда вылазила, только что там ежи здесь, короче, есть. Здесь прям на кромке они, да, и можно засадить в руку конкретно. Вот он, сейчас возле Тайной руки, Тай. Вот он. Вылазь, пошли обойдем. Главная особенность бассейна – его форма. Природное углубление в скалах удивительно точно повторяет очертания африканского континента на карте. Здесь есть как ступеньки. Да, такие вон Мухаммед показывает. Аккуратненько. Лучше всего природная форма бассейна видна во время отлива, когда вода отступает, оставляя кристально чистый водоем в скалах. Бассейн наполняется водой из Индийского океана, и в нем остаются яркие рыбки, морские ежи и другие обитатели. Класс. Я еле слезла, я не хотела прыгать. Здесь же глубина очень большая. Кайф, водичка прохладная. Вот сейчас уже больше людей пришло, и они все не шли вдоль берега, они спустились сверху. Там есть ступеньки, я вам потом покажу, когда мы будем возвращаться. Вот здесь вот начинается тропа, и ступеньки идут вон туда наверх. Это тоже разновидность морской звезды. Она такая, как гриб какой-то. Вот она с другой стороны. Мы сейчас перейдем в еще один природный бассейн, в другой, который называется австралийский. Место замечательное. Мы сейчас перейдем в еще один природный бассейн, в другой, буквально пару минут. Мы выдвинули дальше. Там тоже народ потихонечку сползается, и все идут к австралийскому бассейну. Австралия, континент. Мы забыли в подводный грот, здесь не песок, ну камешки, можно стоять. Здесь такая тишина, и я здесь стою. Мы в подводном гроте, там есть выход. Я вижу небо и солнце, и лианы. Сложно поверить, но когда начнется прилив, этот грот будет полностью затоплен, и останется только небольшое пространство, и буквально сверху, если зайти, будет в этой лужице видна вода. Это удивительное место находится в относительном удалении от популярного пляжа Диани, и большинство туристов вообще о нем не слышали, что я считаю очень хорошо, так как пусть останется все нетронутым. Это такой кусочек природы африканской. Когда мы сюда пришли, здесь было очень много людей, а сейчас мы здесь одни, все. Это нереальное место, из которого не хочется уходить. Как мы лезем, покажу вам кусок. Мы уже уходим, а отлив продолжается. Жаль, не успеем поплавать.
Мухаммед сушит наши вещи. Мокрые платья, тайные шорты. Мы немножко похожи на бомжей. Ой. Мы идем, вылезли наверх, идем по вот такой тропе. Обычно весь маршрут к африканскому бассейну начинается в этой точке. Но мы зашли с другой стороны, а вернулись сюда. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa. Мы нашли теневую зону. Сейчас Мухаммед Listen, нам кокосы Then разрежет. Да. you check picture. Он так быстро это Потом делает. ошибка на фашке picture. Я так пить хочу, не могу. Я вся в кокосе уже. Oh, thank you so much. Я влюбилась в это место и в этот пляж Тиви. Ни Диани, никакой другой пляж даже в сравнении не идет. Если я когда-нибудь вернусь в Кению, то я бы хотела остановиться именно на этом пляже. Снять жилье, какую-нибудь небольшую виллу с Геной, с Алисой сюда приехать. Здесь классно. А еще я сижу и радуюсь, потому что пришла смс от туроператора, и завтра утром наш самолет, мы улетаем в Польшу. Моему счастью нет предела. Возвращаемся через паромную переправу, чтобы объехать этот сумасшедший трафик в Момбасе и сократить путь и быстрее вернуться в отель. 2 парома, это для машин, а вот тот соседний я покажу для местных жителей. И там такая толпень на него залезла. В Момбасе хороши только районы, которые пляжные, побережье. Все остальное выглядит примерно вот так. Ну, это такой кошмарик. Ассоциации с Момбасой в моей голове — это страшный трафик, пробки, грязь, шум, пыль, много бездорожья. Это ужас. Днем такой трафик страшный, проехать просто невозможно. Вот мы уже, наверное, часа 1,5 в этой пробке стоим и не движемся. Вот этот процесс подметания буквально с 5:30 утра. Спать невозможно. И так каждый день. Приготовьтесь к тому, что спать вы будете здесь очень мало, потому что до 3 ночи гасятся алкаши вот в этом баре. Шум такой стоит, музыка орет. То есть я ложусь где-то в 3, когда они расходятся. И просыпаюсь раненько, когда начинают подметать двор. Мы уже вернулись, зашли в Ситино, зашли в Доминос, мы завтра разгружаем, потому что не здесь сидим, потому что у нас в отеле нет обедов и факту мы только завтракаем. Заказали пиццу. Всем доброе утро. Я сама не могу поверить в то, что мы едем в аэропорт Момбасы и летим домой. Это мой чемодан едет, Тая, смотри. Мой, вот он. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie personelu pokładowego. Dziękujemy za uwagę. Момбаса остается под нами, и у меня такое ощущение внутри, что мы прожили здесь полгода. Хотя мы были всего 20 дней, но для меня это было прям очень-очень много. Сейчас покажу вам реки, крокодиловые реки. Вот здесь везде живут крокодилы под нами, множество крокодилов. Наш перелет займет 11 часов, у нас нет пересадок, но будет дозаправка. Сейчас как раз мы на нее снижаемся, смотрите, какая красота под нами. Кто угадает, что это за город и что это за место?
Сейчас 4 часа утра, и мы во Вроцлаве, в Польше. Добираемся пешком, потому что автобусы не ходят, а такси я вызвать не смогла. У меня заглючило приложение в телефоне. И мы идем пешком 7 километров, решили прогуляться через весь центр города. Я, кстати, никогда до этого не была во Вроцлаве, и Тая тоже. И город нам понравился, я думаю, что мы сюда еще вернемся в какое-то время, на несколько дней обязательно. Сутки в автобусе, и завтра рано утром мы будем дома в Одессе. Я очень рада, Тая тоже.